Ключевым вопросом экономической повестки дня на всех выборах, политических выборах в Евросоюзе за всю послевоенную историю, во всех индустриально развитых странах, был вопрос фискального процента ВВП. Левые партии и социалисты пытались поднять его, увеличив уровень дотаций и, соответственно, налогообложения. Правые партии всегда стояли на позиции, что процент налогообложения придется снизить для того, чтобы достичь снижения налогов и больше денег. Те, кто заработали эти деньги, принимали решение самостоятельно об их инвестировании, а не правительство, которое собрало их в виде налогов и на уровне госплана ими распоряжается. Вообще, говоря о фискальном проценте ВВП, согласно исследованию Мирового банка, существует 4 группы, всего лишь 4 типа экономических систем сейчас на планете. Это 4 группы стран. Первая группа стран — это азиатские тигры и Китай. Мы знаем бурный экономический рост, который там происходит последние 25 лет. Если мы взглянем на этот феномен с точки зрения фискального процента ВВП, то мы увидим, что на самом деле по группе азиатских тигров средний фискальный процент ВВП составляет 12%. И в Китае он вообще только недавно вырос с 8 до 10%. Конечно же, эти страны не имеют таких развитых социальных систем социальной защиты, здравоохранения, медицины, образования, как Европейский Союз. Однако за счет того, что бизнесмены распоряжаются 90 центами с каждого заработанного доллара и только 10 платят в виде тех или иных налогов, они имеют больше возможности реинвестировать, создавать новые рабочие места, развивать рынки, имеют больший доступ к деньгам, развитый кредит. За счет этого эта группа стран последние 25 лет растет в годы экономического подъема на 8, 10, 12%. И даже в годы спада они растут на 4-5% в среднем. Это говоря о статистике последних 20 лет. Вторая группа стран — это арабский мир. К нему относятся и Объединенные Арабские Эмираты, и страны Севера Африки. Правда, здесь мы корректируем статистику до 2012 года, так называемой арабской весны, когда эти показатели серьезно упали, поэтому выпадают из общей закономерности. Средний фискальный процент ВВП в этой группе стран 17%. То есть 83 цента с каждого заработанного доллара бизнесмены этих стран имеют возможность реинвестировать самостоятельно. Не чиновники принимают решения о дальнейшем использовании этих денег. Поэтому средний экономический рост за последние 20 лет по этой группе стран составляет 4,7%. Это выше, чем темпы роста, например, американской экономики. Третья группа стран — это Европейский Союз. Как вы знаете, начиная с 2000 года это единая еще и монетарная система. Европейский Союз — это группа стран с самым высоким на планете уровнем налогообложения. Согласно Евростату, средний фискальный процент ВВП в Европе составляет 41%. Однако, если учитывать также нагрузку в виде частных пенсионных фондов, потому что это все равно изъятие, которое производится из оборота компаний, и компании больше не распоряжаются этими деньгами, они висят в фондах, хоть и не государственных, то, в принципе, уровень налогообложения сегодня в континентальной Европе приближается к 50%. Если мы будем говорить о группе стран так называемого скандинавского социализма, Швеции, Дании, Финляндии, Голландии, то там фискальный процент ВВП зашкаливает до 60-70%. Как вы знаете, подоходный налог тоже часто в этих странах составляет 60, 70, 90%. Это экономический тупик. То есть Евросоюз сегодня представляет из себя лучшую экономическую модель вчерашнего дня, однако что подобная модель уже не имеет перспектив в 21 веке сохранить свои былые позиции, говорит то, что начиная с 2000 года, то есть за последние 15 лет, средний уровень экономического роста в зоне Евро-27 составляет 1,1%. И это никак не удастся преломить, пока радикально не будет решена проблема госдолга, вытекающего из высоких дефицитов бюджета, и высочайшего на планете уровня налогообложения. Сразу хочется спросить, где же выход? А выход как раз нам подсказывает четвертая модель, которую из себя единственно представляет Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки, конечно же, можно упрекать в том, что у них недостаточно совершенно система здравоохранения, о чем много говорили в последние годы. Однако вряд ли кто-то скажет, глядя из Украины, что она намного хуже европейской. Тем не менее, Соединенные Штаты тратят
на содержание своей социальной структуры, на выполнение военных функций по всему миру, а Штаты — это мировой полицейский, это чрезмерные военные расходы, исходя из геополитических функций этого государства. Они в течение всей послевоенной истории тратили на это всего лишь 25% своего ВВП, составлял их бюджет. Правда, за последние 2 президентских срока он вырос до 30%. Говоря о Соединенных Штатах, мы знаем, что эта страна, имея достаточно высокий уровень социальных стандартов, все-таки в годы подъема экономического цикла показывает проценты роста 4-5%. И умеет в годы снижения цикла удерживаться на спаде не более 0,5%, а часто при росте 0,5-1% ВВП. То есть это растущая экономика, имеющая прекрасные перспективы и осваивающая новые сектора и технологии. Украина всего лишь 24 года назад представляла из себя чистый лист. Если бы тогда люди, находящиеся в государственном управлении, были более знакомы с общей экономической теорией, капиталистических стран, они могли выбирать любую из этих 4 моделей. К сожалению, мы выбрали, на наш взгляд, наиболее социалистическую из них, потому что мы попытались скопировать фискальную систему Европы. Фискальный процент ВВП Украины, начиная с 1996 года, это первый год, когда после гиперинфляции возможно было посчитать корректно макроэкономическую статистику в нашей стране, вырос с 27% до сегодняшних 48%. Украина знавала годы, когда экономический рост составлял 8, 10 и 12% ВВП. Однако, если мы говорим о конце 2000-х и начале 10-х годов, то превышение фискального процента ВВП среднеевропейского уровня в 41, а мы как раз в 2010 году превысили это значение, лишает нас перспектив так называемого догоняющего роста. И пока мы не решим эту проблему, мы никак не можем выйти из этой... наша страна не может ничего показать, чтобы преломить мировой тренд, потому что это доказано на статистике десятков, сотен стран за десятилетия. Если страна имеет уровень налогообложения от 40 до 50% ВВП, она не может расти больше, чем на 1, 2, 3% в год. И, конечно же, это не догоняющий рост, и мы таким образом никогда не догоним даже отстающие страны Евросоюза. Для того, чтобы совершить тот рывок, о котором мы все сейчас говорим, нам нужно пойти на какие-то болезненные меры и радикально пересмотреть существующую систему налогообложения и снизить свой фискальный процент ВВП хотя бы до американского уровня 30%. Даже 35% я считаю слишком высоким для, фактически убивающим перспективу опережающего роста.